Мы обнаружили, что для медитации необходимо перевести свои мозговые волны из высокочастотного бета-состояния в более расслабленные альфа- и тета-состояния. Состояние бета связано с аналитическим мышлением, а состояние альфа позволяет выйти за пределы аналитического ума. Нам нужно достичь тета, когда неокортекс, отвечающий за связь с трехмерной реальностью через органы чувств, а также за хранение личного опыта и знаний, погружается в расслабленное состояние. В этом тета-состоянии человек выходит за пределы осознавания своего физического тела. В состоянии тета мозговые волны замедляются настолько, что энергия отходит от аналитического мышления и переходит в лимбическую систему, центр автономной нервной системы. Когда человек находится в тета, он по сути находится в гипнотическом трансе, что делает его более восприимчивым к информации и более внушаемым. В этом состоянии человек готов принять и поверить в любую информацию, не анализируя ее истинность. Это позволяет программировать автономную нервную систему на выработку химических веществ, соответствующих получаемой информации. Во время медитации, как и в гипнотерапии, человек действительно находится в особом состоянии сознания. В этом состоянии органы чувств как бы отключаются, но канал между сознательным и подсознательным разумом открывается. Это позволяет информации поступать напрямую из более глубоких, менее осознаваемых уровней психики. Информация может поступать напрямую из частотного диапазона, что означает, что в этом измененном состоянии сознания человек может получать доступ к информации, которая обычно находится за пределами его повседневного осознания. Эта информация может исходить из более тонких энергетических уровней реальности. Когда мозг находится в состоянии когерентности, упорядоченности, и человек снижает активность аналитического мышления, происходит синхронизация между невидимым энергетическим полем, существующим за пределами наших органов чувств, и автономной нервной системой человека. Эта автономная нервная система подобна камертону, а на вершине лимбической системы расположена шишковидная железа с чувствительными к электромагнитным частотам кристаллами. Когда человек расслабляется, снижает активность сознательного ума и открывает доступ к подсознанию, энергия возвращается в лимбическую систему. Когда мы обучаем человека оставаться расслабленным, но с другой стороны и бодрствующим, настраивая его мозг и сердце на когерентность, происходит резонанс с энергетическим полем, который воздействует на шишковидную железу. Это приводит к невероятно высоким состояниям автономной регуляции, когда каждая клетка организма насыщается новой информацией. Результатом может быть биологическое обновление, исцеление от различных заболеваний, например, от экземы и болезни Паркинсона, до онкологии и слепоты. Мы наблюдали исцеление от таких заболеваний, как миастения гравис, травмы спинного мозга и инсульты. Это происходит потому, что взаимодействие с этим единым, неразделенным энергетическим полем, существующим на более высоких частотах, чем скорость света, согласно теории Бома, приводит к преобразованию физической материи в чистую энергию. Это состояние целостности, упорядоченности и связности всего сущего отражается в биологии человека. Но когда мы начали проводить недельные семинары, мы увидели действительно впечатляющие исцеления. Один из наших ученых-медиков стал свидетелем, как женщина с диагнозом 4-я стадия рака, метастазировавшего во все органы, спустя 2 месяца после предыдущего мероприятия появилась на сцене здоровой. Она описывала это состояние как экстаз, знакомое и незнакомое одновременно,
как будто она вспомнила, что изначально была целостной. Это переживание не было похоже на стрессовое возбуждение, страх, боль или агрессию. Это было состояние глубокой связи и гармонии. Во время медитативной практики человек может испытать глубокий трансцендентальный внутренний опыт, более реальный, чем что-либо пережитое ранее. Когда человек сталкивается с ситуацией, которая по силе энергии превосходит его предыдущие травмирующие события, он буквально вырывается из прошлого в настоящее. В этот момент его тело наполняется высвобождением особых химических веществ в мозге, вызывающих глубокий трансцендентальный опыт. Этот опыт перестраивает мозг, связывая его с мистическим моментом, а сигнал, передающийся в тело, наполняет его энергией и светом. Таким образом, человек может достигать состояний исцеления через медитацию, в которой он ощущает более возвышенные эмоции, чем его прошлый травмирующий опыт. Болезнь – это состояние пониженной частоты и несогласованности. Но в момент трансцендентального опыта тело получает дозу порядка, высокой регуляции и целостности. Подобно магниту, где полярность полюсов создает электромагнитное поле, эта целостность отражается в биологии человека, помогая ему исцелиться. Таким образом, человек может достигать состояний исцеления через медитацию, в которой он ощущает более возвышенные эмоции, чем его прошлый травмирующий опыт. Подобно магниту, между двумя полюсами человеческого организма, мозгом-сознанием, северный полюс, и телом физическим аспектом, южный полюс, существует электромагнитное поле. Чем сильнее полярность между этими полюсами, тем мощнее это поле. Хотя мы не можем его непосредственно видеть, его существование можно измерить и даже наблюдать его влияние на материю, как в случае с металлическими предметами, ведущими себя в соответствии с магнитным полем. Земля также является магнитом с северным и южным полюсами, окруженным электромагнитным полем. Это поле настолько сильно, что способно отражать потоки солнечных частиц, вызывая полярное сияние. Человеческое тело тоже является магнитом, где мозг и сознание представляют северный полюс, а тело и основание позвоночника – южный. Когда человек живет в режиме стрессового выживания, постоянно используя нижние энергетические центры, энергия начинает перетекать из этого электромагнитного поля в тело, накапливаясь в первых 3 энергетических центрах. Если это продолжается достаточно долго, тело теряет свой электрический заряд и, соответственно, электромагнитное поле, становясь субатомной частицей к металлу, а не магниту. Когда тело теряет свой электрический заряд, оно становится больше похожим на простую материю, чем на энергетическую волну. Однако есть способ вернуть эту накопленную в нижних энергетических центрах энергию в движение. Это дыхание. Дыхание позволяет вытащить ум из тела и переместить всю эту накопленную энергию вверх по позвоночнику к мозгу, восстанавливая электромагнитное поле вокруг тела. Рассмотрим строение физического тела, чтобы понять, как это становится возможным. В основании позвоночника находится крестец, напоминающий перевернутый треугольник с плоской поверхностью, на которой располагается весь позвоночный столб, который тянется до черепа. Внутри этой закрытой системы находится центральная нервная система, состоящая из мозга и спинного мозга. Спинной мозг является продолжением мозга, а череп и позвоночный столб защищают эту чрезвычайно важную систему, которая контролирует и координирует все остальные системы организма. Без центральной нервной системы человек не мог бы выполнять жизненно важные функции – переваривать пищу, опорожнять мочевой пузырь
двигаться, не могло бы биться сердце, и вы не смогли бы даже моргать. Нервную систему можно представить как электрическую проводку, управляющую работой организма. Внутри этой закрытой системы находится спинномозговая жидкость. Эта жидкость омывает мозг и спинной мозг, обеспечивая им плавучесть и защиту от травм. Она течет по различным каналам, транспортируя питательные вещества и химические соединения к разным частям нервной системы по всему телу, выступая в качестве проводника для усиления электрических зарядов в нервной системе. При вдохе кость крестца слегка отклоняется назад, а при выдохе – вперед. Одновременно с этим во время вдоха швы черепа, соединяющие его отдельные пластины, немного раскрываются, а при выдохе закрываются. Это очень тонкие движения, незаметные для человека, но они играют важную роль. Когда мы вдыхаем, кость крестца слегка отклоняется назад, а при выдохе – вперед. Одновременно с этим швы черепа раскрываются при вдохе и закрываются при выдохе. Эти очень тонкие движения создают волну, которая медленно перекачивает спинномозговую жидкость вверх по позвоночнику к мозгу, проходя через 4 камеры, мозговые желудочки. Если отследить одну молекулу этой жидкости, то можно увидеть, что ей требуется 12 часов, чтобы совершить полный круг от основания позвоночника до мозга и обратно. Таким образом, мозг промывается дважды в день. Представим, что человек сознательно сокращает мышцы промежности тазового дна, те же, что используются при половом акте и дефекации, а затем последовательно сокращает мышцы нижнего и верхнего отделов живота. Что произойдет в этом случае? Если человек сознательно сокращает мышцы первых 3 энергетических центров, последовательно напрягая мышцы промежности, нижнего и верхнего отделов живота, это приведет к тому, что спинномозговая жидкость в центральной нервной системе будет перемещаться вверх по позвоночнику. Представим, что человек теперь фокусирует свое внимание на верхней части головы. Куда направлено внимание, туда направляется и энергия. Если он сделает медленный, глубокий вдох через нос, одновременно напрягая и удерживая мышцы промежности нижнего и верхнего живота, и будет мысленно следовать за дыханием, поднимающимся вверх по позвоночнику, через грудь, горло и мозг до самой макушки, задержав дыхание. Это приведет к тому, что спинномозговая жидкость будет втягиваться вверх к мозгу. Спинномозговая жидкость состоит из заряженных молекул белков и солей. Когда эти заряженные молекулы ускоряются вверх по позвоночнику, это создает индуктивное электромагнитное поле, движущееся по кругу в направлении их движения. Чем больше заряженных молекул ускоряется, тем мощнее становится это поле. Позвоночник можно представить как оптоволоконный кабель, по которому одновременно передается информация от тела к мозгу и от мозга к телу. Ускорение заряженных молекул вверх по позвоночнику реверсирует направление информационных потоков, вытягивая энергию из нижних 3 энергетических центров вверх к мозгу. Когда заряженные молекулы спинномозговой жидкости ускоряются вверх по позвоночнику, это создает ток, протекающий через тело и центральную нервную систему, подобно магниту. В результате вокруг тела формируется электромагнитное поле, аналогичное полю, окружающему магнит. Это создаваемое вами электромагнитное поле имеет трехмерную структуру и, двигаясь, формирует торсионное или тороидальное поле. Интересно, что эта характерная электромагнитная структура встречается во многих природных объектах. От формы яблока до структуры черных дыр в далеких галактиках. Таким образом, выполняя описанную дыхательную технику, вы начинаете мощно активировать всю накопленную в организме энергию. Если правильно применять эту практику достаточное количество раз, вы сможете
разбудить спящего дракона, высвободить огромный энергетический потенциал.